Сумасшедшая и грандиозная идея. Премьера прямо на Новый год. Гостей перед входом встречали средневековые рыцари, грозные всадники Тамерлана и светлые маги из «Ночного дозора» со своей знаменитой машиной Горсвет. It all started 18 months ago when Cameron discovered World of Warcraft. Oh, now I'm going to kill you all. This never-ending computer game is played by millions around the globe. From America, Germany, China, all of Europe. Испытание прошло успешно. Это огромный скачок для Корейской Демократической Республики и ее народа. О взрыве ядерной бомбы Пхеньян говорит, будто о высадке на Луну с нескрываемым восторгом. У других стран, прежде всего соседей, восторга нет. 12 часов назад КНДР впервые испытала ядерную бомбу на полигоне в провинции Кильчу, откуда прежде запускали межконтинентальные ракеты. Представьте себе, что вы проживаете эту жизнь бесконечное количество раз. Повлияет ли эта мысль на ваши будущие поступки? Какой груз вы будете тащить с собой целую вечность? Бойтесь того момента, когда жизнь вынудит вас поступить правильно. Дорога к моменту, который хочется переживать тысячи раз, может оказаться смертельной. N Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 3, глава 2. Вечное возвращение. The deliverance from delusion. The good dry land. Earthquake! Commotion! The seas of the famine! Our sins have incurred God's wrath. And in his anger he has taken away his most precious gift to us. Антиутопический роман «Дитя человеческое» Филлис Дороти Джеймс был опубликован в 1992 году. И если его сюжет вышел довольно заурядным, то сеттинг, выстроенный британской писательницей, оказался весьма оригинальным, местами жутким и опустошающим. Сцены безумных женщин, которые прогуливаются по Лондону с куклами, или массовое самоубийство пенсионеров на кораблях компании Куетус весьма впечатляет, а сама проблема вымирания человечества путем массового бесплодия появляется в фантастике гораздо реже, чем классические эпидемии, войны и другие глобальные катастрофы. На премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Дитя человеческое» номинировались сразу 5 авторов. До прихода в проект режиссера Альфонсо Куарона картиной занимались Марк Фергус и Хоук Остби, позднее написавшие первого «Железного человека». Сценарист Тимоти Секстон помогал режиссеру дорабатывать сюжет. Сам Куарон не стал знакомиться с романом, чтобы сохранить свежий взгляд на материал, сделать фильм более оригинальным. Пятым автором стал Дэвид Арата. Именно после его правок появился сценарий, легший в основу картины. В итоговом варианте остался только базис, сеттинг и правила игры оригинала, а сам сюжет изменился до неузнаваемости, давая более комплексный взгляд на проблемы, поднятые в романе. Сама Филлис Дороти Джеймс осталась вполне довольна экранизацией и оригинальным видением Куарона. На Оскаре 2007 «Дитя человеческое» несправедливо уступил статуэтку Уильяму Монахину, автору хитовых «Отступников» Мартина Скорсезе. Camera walks out of the coffee shop, you see the streets, and you see that is the future in which you see that technology hasn't developed much, and not only that, the technology that developed is already old and is kind of funky. It's in not a great shape. It was a very challenging shot to do. I cannot tell you the logistic nightmare that was in terms of cues, in terms of timing of when you have to release this car so it's going to
arrive to this point where the explosion is 3 minutes later. Продуманные декорации картины несут порой больше информации о мире фильма, чем диалоги и действия персонажей. Большое внимание к деталям позволяет Куарону создать по-настоящему правдоподобный, живой мир авторитарного Лондона 2027 года. Альфонсо делает ставку на реальные локации, как это делал Годар в Альфавиле, Кубрик в «Заводном апельсине» или Уинтерботтом в «Коде 46». Помощь в разработке фильма «Дитя человеческое» внесла и Джоан Роулинг. Работа над экранизацией «Гарри Поттер» и «Узник Азкабана» помогла Куарону не только лучше познакомиться с английской культурой, но и отточить некоторые режиссерские приемы, которые он применит в «Дитя человеческое». But to this day, he still remains a faithful servant, and in his mind, you are the only thing that stands in the way of you know who returning to power, and that is why he has escaped from Azkaban. В некоторых моментах фильму удается быть похожим на полудокументалку благодаря работе одного из самых талантливых операторов современности – Эммануэлю Любецки. Он также был номинирован на Оскар, где уступил Гильермо Наварро, снявшего «Лабиринт Фавна» Гильермо Дель Торо. Спустя 10 лет Любецкий станет обладателем 3 статуэток подряд в период с 2014 по 2016 год с фильмами «Гравитация» Куарона и 2 работами с Иньярриту «Бёрдмен» и «Выживший». Также «Гравитация» принесла награду и самому Альфонсо Куарону уже за лучшую режиссуру. Следующей картиной после «Дитя человеческого» и «Гравитации» стала драма 2018 года «Рома». Помимо 2 статуэтки за режиссуру, Куарон одновременно стал лауреатом в категории «Лучший оператор». Сама картина получила Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Свою лепту в создание уникальной атмосферы картины вносит разнообразное музыкальное сопровождение. Саундтрек наполнен такими жанрами, как прогрессив-рок, классика, электроника и дабстеп. Порой музыка здесь используется как своеобразный эмбиент, создавая нужное для Куарона настроение в конкретной сцене. Came up with this unbelievable piece of machinery that allowed them to cover this 12 minutes of film basically without a cut. We're trying to sort this out with the assistant director, the stunt coordinator, and the special effects coordinator to come up with a plan of how we could do this. It was one of those that all the odds were against. We put together a sophisticated little rig here that incorporates the sparrow head from Doggy Cam and 2 power slides which work together to move the camera in and out, forward, backwards, right and left. And basically in this configuration we can put the camera anywhere inside of this moving vehicle and be able to look around 360 out the window. Остров Великобритания стал одним из последних оплотов безопасности на планете Земля. Став авторитарным полицейским государством, Британия старается сдержать вторжение мигрантов со всего света. Но внутри все общество заражено тяжелой депрессией и ожиданием конца света. Цивилизация скоро окончательно рухнет, потому что больше некому будет ее защищать. В центре истории заурядный неудачник Тео Феррон в исполнении британца Клайва Оуэна. В первой половине нулевых его можно заметить на 2-м плане в идентификации Борна Дага Лаймана и в «Городе грехов» Роберта Родригеса. За полгода до премьеры фильма «Дитя человеческое» также отметился у Спайка Ли в «Не пойман, не вор».
Через образ обычного человека а-ля Уинстон Смит, Труман Бёрбанк и Тео Феррон зрителю гораздо легче ассоциироваться с историей, которую рассказывает Куарон на экране. Клайв Оуэн, помимо одной из своих лучших актерских работ за карьеру, также внес вклад в сценарий картины, работая с Дэвидом Арата. Because it's 2027, and therefore what was happening in 2027 or 2026 if they had some old newspapers. And then we really needed a timeline of what would happen from present day to the year 2027. So Tim Sexton and Alfonso started thinking about it, and then we all collaborated on various things that would happen during that period of time. And that's how we did the newspapers to start with. It was so labor intensive. If you can imagine, you actually had to write newspaper articles and headlines and create the photographs that go on a headline on a newspaper. That was actually quite tricky. You are under the jurisdiction of the Fishers. The Fishers are at war with the British government until they recognise equal rights for every immigrant in Britain. We're not going to hurt you, we just want to talk. But don't do anything stupid. За счет затемнения главного героя, второплановые персонажи здесь выступают гораздо ярче. Сэр Майкл Кейн играет здесь левого карикатуриста, который выращивает траву. Не тот образ, который первым придет на ум, если посмотреть карьеру Кейна после «Дитя человеческое». Some men just want to watch the world burn. I will have solved the problem of gravity. I am inviting you to be part of a new world. Джулиана Мур исполнила роль суровой главы интернациональной террористической группировки «Рыбы». Целеустремленная звезда ночей в стиле буги и магнолии здесь прекрасно вступила в противовес пассивному герою Клайва Оуэна. Главный силовик террористов в исполнении Чивитала Эджиафора предстает здесь холодным расчетливым радикалом. После «Дитя человеческого» снимется в «Гангстере» Ридли Скотта, а пиком его актерской карьеры станет главная роль в «12 лет рабства» Стивена Маккуина. Чарли Ханом из футбольного фаната Пита из «Хулиганов» Александры перекрасился в левого боевика с дредами Патрика. You see, Theo's faith lost out to chance. So, why bother if life's going to make its own choices? Our natural instinct is to go for the visually strong. But on this occasion it's wrong, because we're working in a real world and often we're looking for ugly locations that don't photograph so well. But they're real situations, they're real worlds. Rule number one in the film is recognizability. We don't want to do Blade Runner. Actually, we talk about being the anti-Blade Runner in the sense of how we were approaching reality. And that was kind of difficult for the art department, because I would say, I don't want inventiveness, I want reference. You know, it's don't show me the great idea, show me the reference in real life. And more important, I would like, as much as possible, references of iconography, contemporary iconography, that is already engraved in human consciousness. «Дитя человеческое» – пожалуй, лучший фильм Альфонсо Куарона. Он сочетает в себе актуальное политическое высказывание, религиозный символизм, грамотный подход к построению реалистичного сеттинга и фантастическое техническое исполнение. С каждым следующим просмотром количество деталей, заложенных авторами картины, поражает воображение. Несмотря на огромное количество хвалебных рецензий, фильм провалился в прокате. Universal зачем-то решили выпустить кино на Рождество 2006 года, что, судя по всему, и предопределило судьбу картины в прокате. Впрочем, это никак не отразилось ни на карьере авторов, ни на растущей популярности произведения. «Дитя человеческое» является не только одним из лучших фильмов истории жанра антиутопия,
но и претендует на место в пантеоне самых значимых произведений всего кинематографа в 21 веке. Looking at you at the end of his days, regretful, mischievous, whatever. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. До тех пор, пока главной задачей существования жизни, конструктивной, конструктивистской задачей в России не будет культура, которая должна пронизывать все абсолютно, как кровь проникать во все, да, трагедии и всякого рода стрессы будут продолжаться. The new W890, the most uncompromised music experience ever. JoinTheSong.com. Give me the cash. Been here long? Yeah, long enough. Come on, give me the cash. О чем эта история? О скверном характере? Плохом управлении? Может быть, всему виной языковой барьер? Разница творческих подходов? Все сплелось воедино в фантастическом боевике «Вавилон нашей эры» французского режиссера Матье Кассовица. Свой самый известный проект «Остросоциальную ненависть» 1995-го он снял в 28 лет. Кассовиц также стал обладателем золотой пальмовой ветви за режиссуру на Каннском фестивале. Его следующий фильм «Убийцы» 1997-го также попал в конкурсную программу. История о конфликте поколений, завернутая в криминальный сюжет, была освистана критиками. Фестиваль 97-го также запомнился картинами «Забавные игры Ханеке», «Секреты Лос-Анджелеса» Хэксона, «Добро пожаловать в Сараево» Уинтерботтома и «Славное будущее» Эгояна. Следующим проектом Кассовица стал французский детективный триллер «Багровые реки» 2000 года. Картина с Винсаном Касселем и Жаном Рено сумела собрать неплохие $60 миллионов при бюджете в 14. В следующем году сыграл у Жан-Пьера Жене в романтической комедии «Амели». Чтобы исполнить проект мечты, экранизацию романа французского писателя Мориса Дантека «Дети Вавилона», ему требовалась известность не только во Франции, но и в Голливуде. Четвертый фильм Кассовица «Мистическая готика» с Холли Берри и Робертом Дауни-младшим, пусть и была разгромлена критиками, в целом стала вполне успешной и принесла прибыль продюсерам. В 2005-м исполнил заметную роль второго плана в картине Стивена Спилберга «Мюнхен». Уже затем началась работа над проектом мечты «Вавилоном нашей эры». Матье Кассовиц задумал сделать большое фантастическое кино, что потребовало от него международных инвестиций в проект. Французская студио Каналь и американцы из 20 век Fox согласились профинансировать картину на сумму в $70 миллионов,
В 2008 году «Вавилон нашей эры» занимал 4-ю строчку в списке самых дорогих фильмов Пятой Республики. Самой затратной картиной Франции на тот момент был знаковый фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент» 1997 года. Следом за ним расположилась европейская комедия «Астерикс на Олимпийских играх» Лангмана и Форестье. 3-е место занял мультфильм все того же Люка Бессона «Артур и Минипуты», вышедший в 2006. Изначально главную роль мог исполнить Винсан Кассель, с которым у Кассовица был опыт в «Ненависти» и «Багровых реках». Но, скорее всего, для лучшей продажи в международном прокате потребовалась звезда покрупнее. После успехов с «Форсажем» и «Тремя иксами» Вин Дизель вместе с режиссером фильма «Черная дыра» Дэвидом Туи крупно провалились с продолжением истории опасного наемника. «Хроники Риддика» стали тяжелым финансовым ударом для серии, реанимировать которую авторы смогли только через 9 лет. Актер задумывался о роли агента 47 в первой экранизации видеоигры «Хитман», но вскоре изменил мнение и выбрал «Вавилон нашей эры». Все в порядке? Отец в наших руках. Живой. First time when I read the script, and then I said, wow, what's the budget of this film? And I said, no way. I was told what the limit was, but it was $60 million, and we did a budget for about $59.999 million. Fucking 2 hours. Fucking block it and make me something I can hide on it. Give me clothes so I can work with the actors. Кассовиц искренне горел проектом, заявляя, что за 60-70 миллионов получится снять кино, которое будет выглядеть больше и масштабнее своего бюджета за счет экономии на съемках в Европе. Американцы сразу ограничили режиссера рейтингом PG-13. Кассовиц согласился, имея в виду, что он без проблем сможет снять взрослые сцены, чтобы потом перемонтировать их для прокатной версии, тем самым удовлетворяя боссов 20 века Fox. В итоге он не смог продавить это решение. Строгий контроль Голливуда над фильмами здесь столкнулся с более либеральным европейским подходом. Также режиссер не поладил с Вином Дизелем, главной звездой картины. Но проблемой стал производственный ад. Некоторые декорации не делались в необходимый срок, что свело на нет как финансовое, так и временное преимущество, на которые так рассчитывал Кассовиц. Фильм буквально разваливался на части. В итоге, можно сказать, продюсеры украли кино Кассовица, сделав из него полуторачасовой боевик, в котором просто-напросто отсутствует не только нормальный финал, но и добрая часть сюжета картины. Главную экшн-сцену в дистопичном Нью-Йорке снимали вообще тайком от режиссера. Удивительно, каким образом картина вообще дожила до релиза. Премьера в США состоялась 29 августа 2008. Фильм стартовал с 1-го места, но буквально спустя 2 дня сдал позиции уже давно идущим картинам. Комедии «Солдаты неудачи» от Бена Стиллера и супергеройскому триллеру «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Собрав лишь $22 миллиона в США и 50 в международном прокате, «Вавилон нашей эры» похоронил не только карьеру Кассовица в Голливуде, он похоронил его мечту. I can't stop the fight, so I want to apologize. I want to apologize for what's coming next. I want to apologize for the mess that we're in with this movie and that you have to deal with a director who can be a little crazy, but this is where I got my strength, and this is what the movies I do are like that, and are different from the others. I'm not Orson Welles. I'm not Steven Spielberg.
I'm fucking Matthew Kassovitz. On their crossbars, they get 60 feet in the air and turn around and shoot, you know. If Fox saw what we were doing up here, they'd have everyone arrested. Несмотря на всю ситуацию с продакшеном картины, у нее все же остались некоторые положительные моменты. Атмосфера советского полураспада в Восточной Европе, пожалуй, один из главных плюсов фильма. Харизматичными стали и образы, вышедшие из него. Главный герой, наемник Туроп, и глава ЧВК Горский. Вин Дизель и Жерар Депардье смотрятся весьма органично в сеттинге темного будущего, отравленного войной континента. Cross me, and you'll have no place to hide anymore. Turop. It goes both ways, Gorski. В путешествии по разоренной России открывается и женский каст. Мишель Ео в роли сестры Ребекки – это отличный кастинг как с точки зрения актерской игры, так и с уровня трюков в экшн-сценах. Мелани Тьерри вполне неплохо вжилась в странную девушку Аврору, которую наемник Туроп должен доставить в Вавилон нашей эры. Хороший каст наблюдается и на ролях третьего плана. Марк Стронг в 2008-м отметился также рок-н-ролльщиком Гая Ричи. Ламберт Уилсон из сиквелов «Матрицы» и всегда харизматичная Шарлотта Рэмплинг. Фильм снимал оператор Леона и «Пятого элемента» Тьерри Абагаст, а за музыку отвечал Этли Эрварсон под продюсированием Ханса Циммера. С такими вводными у фильма вполне могли быть шансы на коммерческий успех, даже если бы у него был бюджет выше заявленных 70 миллионов долларов. Спустя 3 года в сеть выходит своеобразный мейкинг-офф фильма «Вавилон нашей эры». В нем Кассовиц раскрывает, что же происходило во время съемок картины. Печальная история, в которой нашлось место и творческому энтузиазму, и жесткому давлению окружающих, и тому, как цель, к которой ты идешь, оборачивается кошмаром. We're in this together. We cannot lie to each other and go, well, if that's what they want to shoot, then let's go ahead and shoot it. It does none of us any good. Mais ouais, c'est parti. Section, c'est parti photo là. Mais ouais. Make sure everyone's okay, please. That was a bit premature. В том же 2011-м вышел последний на сегодняшний день фильм Матье Кассовица «Мораль и порядок» или «Восстание». Режиссер также исполнил главную роль капитана Гиган Филиппа Легоржюса. Фильм основан на реальной истории захвата заложников левыми националистами в Новой Каледонии. Сама почва для конфликта остается актуальной до сих пор. Je suis négociateur. Mon métier est de sauver des vies. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu faire mon métier. Et je veux comprendre pourquoi. Vin Diesel, who's not the dumbest of them all, I can tell you that. Because the guy he keeps on coming at me with ideas that I gotta say, man, you're crazy, but it makes sense. He's the first one who talked to me about, we have to stop for 2 weeks. Then I started to get like, man, are you crazy? Then I started to go like, might be right. But now I'm scared. But it's not going to be long enough. It's not going to be long enough. It's not that I'm scared of it, it's that I know. And everybody knows about it. Selwyn said that we should stop for 4 weeks. He's right. Вавилон нашей эры, то есть киберпанковый Нью-Йорк будущего, так и не был разрушен. В 2017 году уже опытный Люк Бессон снова попробует штурмовать Голливуд крупнобюджетной европейской фантастикой.
«Валериан и город тысячи планет». Фильм обошелся без американских денег и не было никакого заокеанского давления. Попытка снова оказалась неудачной, а картина стала коммерческим провалом. We've now communicated. People should know what the fuck they're doing. Here we are. О чем эта история? О талантливом человеке, который не справился с большим грузом обязанностей, о том, что европейский кинематограф находится не в лучшем положении. Если вспомнить, Франсуа Трюфо на съемках 451 градуса по Фаренгейту также конфликтовал со студией и главным актером. Но фильм тогда получился вполне удачный. Но современный кинематограф намного сложнее, чем он был 50 лет назад. Технологическая и экономическая пропасть не дает шансов Европе самостоятельно конкурировать с Соединенными Штатами. И пока так будет продолжаться, боюсь, других результатов мы не увидим. Может ли один человек изменить систему? Иногда для пламени нужна лишь одна искра. One of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. Once you've looked into the face of fear, you can't look back. Resident Evil 5. Rated M for mature. Get your red Xbox 360. It's compact, it's safe, it's comfortable, everything you want in a new liver. The price, $756,000. Массовому зрителю режиссер Мигель Сапочник известен прежде всего по работе над сериалом «Игра престолов». В 2015-м он поставил эпизод «Суровый дом», за который Питер Динклэйдж получил вторую премию Эмми за лучшую драматическую роль второго плана. В тот год на экранах также транслировался второй сезон «Настоящего детектива», в котором Сапочник срежиссировал серию «Рухнет храм». В следующем году вернется в «Игру престолов» с эпизодами «Битва бастардов» и «Ветра зимы». За первый получил свою первую премию Эмми в категории «Лучший режиссер». До своего успеха на телевидении на рубеже десятилетий Сапочник дебютировал в большом кино с фантастическим боевиком «Потрошители». Идея с кибернетическими улучшениями и выращиванием искусственных органов известна еще со второй половины 20 века. В жанре киберпанк правят корпорации, собственность и прибыль которых ценится гораздо выше человеческой жизни. Обладая силовым ресурсом и пользуясь коррупционными связями, они навязывают кабальные условия своим потребителям и останавливают развитие общественных институтов. My job is simple. Can't pay for your car, the bank takes it back. Can't pay for your house, the bank takes it back. Can't pay for your liver. Well, that's where I come in. В 1997 году писатель Эрик Гарсия написал рассказ «The Telltale Pancreas». История о коллекторе, который вытаскивает органы должников ради оплаты искусственной поджелудочной железы, была показана специалисту по спецэффектам Роберту Курцману, культовой фигуре, приложившей свою руку к созданию фильмов «Хищник», «Зловещие мертвецы 2», «Дрожь земли» и «Крик».
Они пришли к мнению, что сюжет имеет потенциал для экранизации. В 2000-м, когда Гарсия напишет черновой вариант романа «The Repossession Mamba», первоисточник для фильма «Сапожника», на ТВ будет транслироваться мини-сериал «Дюна» Фрэнка Герберта, за который компания Курцмана завоюет премию Эмми за лучшие визуальные эффекты. You know, for first-time directors, science fiction and horror are great ways to show off some visual style, to demonstrate that you can do a bit of everything. Science fiction in particular is a great way of getting across social comment without hitting people over the head with it. And I think most science fiction has some sort of social commentary there, whether it's on surface or it's buried in the subtext. В октябре 2001-го состоялась премьера рок-оперы «Рипо The Genetic Opera», где также присутствует коллектор, который забирает органы должников. Авторы постановки Теренс Сдунич и Даррен Смит объединились с режиссером продолжений серии фильмов «Пила» Дарреном Боусманом, чтобы перенести действие из театральной сцены на большой экран. После того, как съемкам дали зеленый свет, продюсерам пришлось заплатить юристам по авторскому праву, которые провели сравнение между сюжетом генетической оперы и рассказом Гарсии. Никаких доказательств копирования выявлено не было, и команда приступила к съемкам. Steven Spielberg? Yeah, put him on. Steven, what the fuck? Hey, I thought I was starring in Jurassic Park 5. Yeah. No, this is Luigi Rutti. Largo, right? Oh, shit. Never mind, it's fucked up. Параллельно в 2007-м Эрик Гарсия и Гаррет Лернер начинают работать с Мигелем Сапочником над экранизацией The Repossession Mamba. На ведущие роли удалось заполучить Джуда Лоу и Фореста Уитакера, в этом году получившего премию «Оскар» за роль Иди Амина в «Последнем короле Шотландии» Кевина Макдональда. Out of the system. Give me your heart. Or we could come up with a plan that fits your, now he's yours. And the check. В конце 2008-го в прокат выходит антиутопический рок-мюзикл «Генетическая опера». Снятый за смешные $8,5 миллионов, фильм предлагает любопытный сеттинг, неплохой сюжет и, конечно, драйвовые рок-композиции. Картину ожидал кассовый провал и отрицательные отзывы критиков, но со временем кино обрело культовый статус ввиду своего уникального жанрового разнообразия. Stain the streets, they'll run with blood at the opera tonight. Мировая премьера «Потрошителей» Мигеля Сапочника состоялась спустя 1,5 года, в марте 2010-го. Картина повторила путь генетической оперы, не впечатлила критиков и собрала жалкие $18 миллионов. Бюджет фильма тем временем составил 32 миллиона. Что сопоставимо с вышедшими ранее фантастическими «Пандорум» и «Район номер 9», а также в 2 раза меньше sci-fi боевиков «Суррогаты» и «Книга Илая».
Мигелю Сапочнику удалось эстетизировать работу коллекторов не только красивой постановкой сцен потрошения клиентов корпорации Union, но и продуманным экшеном. Постановкой боев занимались Хиро Кода и Джефф Имада. Ранее они уже объединялись для работы над фантастической миссией Serenity Джосса Уидона, где также есть интересные экшен-моменты. Элементами черной комедии в картине Сапочник ориентируется на заводной апельсин Кубрика, а сюжет напоминает скорее бегство Логана Андерсона. Местами также чувствуется и влияние Бразилии Терри Гиллиама на ход мыслей авторов картины. Роли второго плана исполнили Лив Шрайбер, год назад сыгравший Саблезуба в «Росомаха. Начало», и Алиси Брага, получившая известность после съемок в картине Алекса Проэса «Я легенда». Композитором выступил Марко Белтрами, написавший музыку для «Обители зла», второго Блейда и Хеллбоя. В 2010-м номинируется на премию «Оскар» за работу над фильмом «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу. Conquering heroes have returned with their spoils. All right, what do you got? 18 hosts, 32 falls, 32 and a half. Автор оригинального романа Эрик Гарсия спродюсирует неплохой хоррор «Демон внутри» 2016-го с Брайаном Коксом в главной роли. В том же году Джуд Лоу появится на экранах с сериалом «Молодой папа» Паоло Соррентино, а Форест Уитакер на втором плане в «Прибытии» и «Изгой 1». В 2021 году стриминг Apple TV купит второй фильм Сапочника, постапокалиптическую драму «Финч» с Томом Хэнксом, которая лишилась прокатного слота из-за пандемии COVID-19. В следующем, 2022, представил в качестве шоураннера первый сезон приквела «Игры престолов» «Дом дракона» и срежиссировал в нем 3 эпизода. Almost every job I do ends the exact same way. Some whimper, some cry, some even laugh. But in the end they all do the same horizontal mambo. Twitching and thrusting their way into the great beyond. «Потрошители» получился далеко не идеальным фильмом, но вышел вполне крепким фантастическим боевиком категории «Б». Харизматичные актеры, кровавый экшен, драйвовая музыка и необычный поворот в финале. Так зритель запомнит фильм Мигеля Сапочника. Корпоративный Лос-Анджелес 2025-го, пропитанный атмосферой тотального цинизма, открывает много возможностей, в том числе возможность убивать на законных основаниях. Конвейер человеческого мяса не остановится самостоятельно, пока доверчивые граждане несут деньги, беря кредит под грабительский процент. Коллектор ждет своего часа, чтобы снова пустить корпоративную собственность в оборот. Конец первого десятилетия 21 века. Ностальгическое время, когда казалось, что все еще можно изменить. Но вместо нахождения нового пути развития планета начала зависать. Настало слишком уж удобное время, чтобы зарыть все проблемы под ковер. Расплачиваться по долгам предстоит будущим поколениям. И чтобы вернуться в то состояние, когда хочется жить, придется заплатить слишком высокую цену. Многим она окажется не по карману. Страшно жить в том мире, где родители прожирают будущее своих детей. И кому-то все равно придется заплатить. И почему-то я знаю, что это будут невиновные. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 3, глава 2.
Оставайтесь на связи, все ссылки в описании. Вторник объявлен в городе днем траура по погибшим. Взрывы прогремели в подземке сегодня ранним утром, в самый час пик. С разницей в 40 минут бомбы сработали сначала на станции Лубянка, потом на парке культуры Сокольнической линии. Взрывные устройства были начинены поражающими элементами. Общее число жертв по последним данным 37 человек, 65 ранены. Это кадры, сделанные очевидцами. Кадры отсюда облетели всю страну. Здесь, в обычном частном доме, погибли 12 человек. Теперь точно известно, 6 из них – жители Ростовской области. По последним данным, среди погибших финансовый директор крупной российской агропромышленной компании, базирующейся в Ростове. В связи с трагедией руководство сделало официальное заявление на сайте. В компании потрясены случившимся.